Предположим, вы решили сделать запас продуктов питания на будущее. Причины для этого могут быть разные: надвигающийся голод, крах мировой экономики, ядерная зима и тому подобное. Чтобы продукты хранились 5 и более лет, необходимы особые условия хранения. Чаще всего продукты портятся из-за влаги, бактерий, спор плесени. Мы решили провести эксперимент, что подавляет появление и распространение плесени и бактерий. Мы взяли 6 чистых банок и положили в каждую по одинаковому кусочку белого хлеба и кусочку яблока. Чтобы ускорить появление плесени, яблоко мы положили на хлеб. Все банки непосредственно перед закладкой материала были термически продезинфицированы. Одну банку мы плотно закрыли крышкой и оставили как контрольный образец. В остальные 5 банок мы поместили разные натуральные средства, подавляющие рост плесени и бактерий. В эксперименте мы использовали острый красный перец 1 чайную ложку, молотый чеснок 1 чайную ложку, лавровый лист 1 штуку, медицинский спирт 1 чайную ложку, лук 1/4 часть луковицы. Все банки мы плотно закрыли герметичными крышками и поставили в прохладное, темное, сухое место. Мы решили проверить, какое из выбранных средств справится с подавлением роста бактерий и плесени лучше всего. Через 6 месяцев мы проверили образцы, чтобы увидеть результат. Внимание на экран. В контрольной банке мы отчетливо видим плесень на хлебе. Хлеб при этом заметно стал тоньше, и на дне банки появилась жидкость. Это результат работы бактерий и плесени. Далее вторая банка с красным острым перцем. Плесени меньше, но она все равно есть в месте соприкосновения яблока с хлебом. Яблоко буквально вдавилось в хлеб. Далее третья банка с молотым сухим чесноком. Плесень есть, но сконцентрирована на месте соприкосновения яблока с хлебом. Четвертая банка с лавровым листом. Плесень также выросла на месте соприкосновения яблока с хлебом. Яблоко и хлеб заметно потемнели. Пятая банка с чайной ложкой медицинского спирта. Хлеб без повреждений, плесени нет нигде, яблоко без повреждений, но немного потемнело из-за окисления железа. И, наконец, шестая банка с кусочком лука. Все идеально. Хлеб без повреждений, плесени нет, яблоко также без повреждений. На оболочке яблока даже виднеются капельки влаги, и выглядит оно как свежее. Вывод. Если вы хотите сохранить продукт на длительное время от порчи, добавьте в тару немного лука или спирта. Пропорцию нужно будет подобрать самостоятельно, смотря на количество продукта, которое вы собираетесь хранить. А что вы думаете по поводу этого эксперимента? Оставьте комментарии.